Только мы сели пообедать. И вот она, красота. Хожу к Новой Каледонии, порт Мейн, с Фиджи.
оказался в Марине Марсель. Даже дали код от ворот. Сказали, что можно в душ ходить, я смотрю, там ресторан. Я думал, можно, но нельзя никуда ходить, можно будет на якоре стоять. Сказали, завтра оформление, вроде бы сегодня не запрещено никуда ходить. Короче, вот можно даже погулять, пойти. Часов отошел от Марины в порт Марсель, Нумей, Новой Каледонии, курс на Австралию, на Дарвин, через Торрес пролив, расстояние больше 2200 миль, практически как Атлантику пересечь. В Кариб так дальше, чем Азор, ну, Атлантика чуть, конечно, побольше, но, в общем, примерно сравнимое расстояние, недели 3 у меня уйдет. Новая Каледония, конечно, понравилась, замечательное место. Можно было подольше стоять. Отход легко оформился. Чуть больше походить пришлось. Сначала в иммиграционную службу, потом в таможню и потом в порт. В каждом заведении не больше минутки. Простенькая бумажка, там 2-3 поля заполнить, штампик и вперед. Прощай, Новая Каледония. Может быть, еще увидимся в следующем году. Сейчас через риф и потом долго-долго до австралийского рифа. И там будет очень интересная процедура и захода в риф, и сам, собственно, Торрес пролив. Много там затонувших кораблей. Садил собачку на цепь, да покороче, не знаю, лучше это или нет. По крайней мере, веревку заменил, а то она совсем перетерлась. Стояла цепь. Сейчас я цепь убрал, пружинку напрямую в шлюпке. Короче стало. Не будет переворачивать. Без пружинки ее сильно бьет очень. Вчера с кормовой поставил. Вместо грота болтает сильнее, правда, боковая качка сильнее, но никаких уклеек. 4-5 скорость, а там с половинкой грота 7 предел кранец. Не знаю, сейчас не сильно дует, может быть, он сейчас и не будет слетать. Но пружинкой тоже поработал. Ушки подогнул, чтобы они не торчали. Напильником заточил края, сгладил, чтобы они не резали. Ну, не знаю.
сколько эта конструкция продержится. Буксировать шлюпку, конечно, в плохую погоду это не вариант. Я прям вчера думал выбросить ее к черту. Она и автопилот могла сломать, и борт пробить. Ну, не знаю, ну, может не пробить, но портить, конечно, это нервотрепка с ней. Я думаю, может попробовать ее на палубу сдуть, может, ну, вряд ли она войдет. На другую шлюпку покупать, которая складывается где-то в проходе, на палубе класть. Короче, проблема. Раннее утро, огибаю северную часть Австралии. Вот она такая вот, так себе выглядит. Фактически, наверное, не заселенаники, может быть, аборигены какие-то живут. Все это называется, конечно, Торресов пролив. Там вот острова в Торресовом проливе. Тот мыс обогнул вот там и повернул налево. Это будет пролив Индивор. Ну, а Торресов вот там между островами, собственно, проходит основной трафик идет судовой. Там он поглубже, но уже. Течение там сильнее. А этот вроде бы пошире, но помельче. Поэтому крупные суда по нему не ходят. Мелким, я думаю, в самый раз должно быть. Посмотрим, как вроде бы, как по времени вроде все получается. Там пока встречное течение идет, но я думаю, где-то часам к 9, наверное, 9:40 должно поменяться на противоположную. Утречка, рассвет. Вон там острова в Торресовом проливе, как раз солнце зашло. Через неделю в Дарвин приду, снова на связи буду. Похоже, до Дарвина уже связи не будет. Я иду самым южным рукавом, за тот мыс повернул, он там как раз туда налево. Называется Индивор Стрейт, который, собственно, Кук открыл, когда он тоже проход искал. Пока все хорошо, вот интернет только здесь работает, 12 миль. Даже вот Зариф зашел, и там далеко от берега было, не работал. Индивор Стрейт. Сейчас можно вот здесь вот между островками пройти или вокруг обойти. А вот другие острова Папуа тоже там же, в той стороне. Пляжичек песчаный, симпатичный. Это самое узкое место в проливе Индивор. Сейчас не должно быть течения. То есть течение все равно есть, я его чувствую, но оно, видимо, за счет разницы в уровнях океана. В Тихом океане уровень выше, чем в Индийском. Расчетные таблицы, они только показывают течение за счет прилива и отлива. То есть они не учитывают все остальные течения. Пока попутное, потом оно сейчас должно усилиться. Я думаю, самое узостое пройду, но потом оно дальше будет усиливаться. Еще 6 часов должно быть попутное течение. Но я думаю, за 6 часов я уже выйду из пролива. Дальше уже будет неважно. На выходе из Индивор Стрейт уже под вечер. Штиль. Куда пассаты делись? Видимо, Австралия их с собой закрыла. Безветрие. Даже немножко встречный ветер, 60 градусов, 7-10 узлов. Вроде завтра уже получше будет. Но этот не сильный пожар, тот первый гораздо сильнее. Подход к Дарвину. Ночь была суровая, я так еще никогда не плавал. 35 узлов, 30-35 стабильно дуло и до 45 порывы. В прогнозе всего до 20 были порывы. Какие-то местные эффекты неучтенные моделью. Прибыл в Австралию. Дарвин, это Каллен-Бэй. Тут оформление происходит. Border Control, наверное, Biosecurity. Это вот ворота в Марину. Меня туда, видимо, без страховки не пустят. Мою страховку отменили, поскольку она только действительно была в Новой Зеландии, в прибрежных водах. Предупреждение. Ничего с яхты не убирать. Видимо, до прихода инспекции. Первый выход на берег в Дарвине, в Австралии. Сегодня моя нога ступила на континент Австралии первый раз. Вот он, австралийский баобаб. Саванна.
Фанни Бэй. Фанни Бэй. Через не Фанни в смысле смешной, а Фенни в смысле, видимо, имя женское, Фенни. Ну, наверное, произносится все равно Фанни. Австралия по-прежнему горит. Это уже не знаю, 4-й, 5-й, наверное, пожар, который я уже наблюдаю. Леса горят. Сухо, ни одного дождя. Я как раз в магазин еду. И туда вот мне в эту дорогу через этот дым идет. Наверное, придется в другой раз ехать. Похоже, я задохнусь. Похоже, пора быстро разворачиваться и назад дёру давать. Тут национальный парк Дарвин после пожара. Как раз когда я сюда ехал, даже неделю-две назад, тут пожарище был. Ну так, в общем, похоже, что листва и трава горела, ну листва, да, горела старая. Деревья там более-менее. Видно, что тушили, что-то чем-то там посыпали, какая-то соль или что-то такое. Тут как раз вид с национального парка Чарльза Дарвина на город Дарвин, на центр его. Использовал свой складной велик туристический в качестве горного. Ну ничего, вроде он выдержал самую легкую тропинку номер 1. Так, запылился, но проехал. Тут тоже конец тропы, тут пикник, ну и потом назад дорога. Вообще для горных великов тут много дорог, в смысле, ну, тропинок разной сложности. Я вот самую легкую выбрал. Я думаю, что правильно сделал. На более сложном на таком велике не проедет. Это вид со смотровой площадки. Вот там же где пикник с национального парка Дарвин на центр города. Использовали во время войны для всяких разных складов амуниции. Музей авиации австралийский. То есть это все японские, и американские, и местные австралийские собраны. Конечно, я думаю, самая знаменитость тут это Б-52, бомбардировщик Боинг. Я думал, это крокодилы, а это дельфины.
зеркало. Ветра нет. Так уже почти 12 часов. Улов под названием «Тебе половину и мне половину». Твою половину еще пополам. Вот, хороший был тунец. И осталось от него, ну, можно сказать, одна голова, ну и полтуловища, полтуловища, может быть. Ну, все лучше, чем ничего. Ну вот, сашими по-тиморски, да. Потому что Тиморское море, значит сашими по-тиморски. То, что получилось из половинки тюны. Блин, как на рыбе, как он называется, рыбий рынок, да, сходил. Отвесили мне половину тунца, как я и просил, уже, можно сказать, потрошенный. Даже кокпит мыть не пришлось. Ну ничего, даже вошел в холодильник, в принципе, голову разломал. Сейчас уха варится. Так что в холодильнике еще место есть. Но я думаю, это уже через недельку. На недельку это точно хватит. Наверное, все-таки это планктон, то есть не мусор какой-нибудь. Периодически встречаешь такие скопления, чуть не сломался за борт. Что там плавает посредине, не совсем понятно. Мусор, не мусор. В границе континентального шельфа. Сейчас вот пока еще чуть меньше 100 глубины, но резко сейчас падает до 200 и потом уже дальше до километра. Раздолье, я так понимаю, для дельфинов, видимо, рыбы достаточно, для птиц, которые, видимо, все это подъедают за дельфинами. Вот, и для нефтяников. Там у них нефтяная платформа. Скоро я нефтепровод буду пересекать. Зона безопасности 500 метров. Где-то у них с той стороны тоже у них должны быть на карте, по крайней мере, показаны буровые вышки. Такие стоят. Далековато не видно. Может быть, их уже убрали, законсервировали, но вроде только трубопровод вроде в ту сторону идет между вот этим вот, не знаю, что это такое. Даже лес есть. Хорошо, что ночь на него не залетишь. Ветра нет. Может быть, завтра немножко подует. Надеюсь, не придется на Крисмас остров заходить со соляркой. То там всю еду заберут. Как дальше идти до еды. Думаю, что у них там большие запасы. И жалко, столько еды накупил. Давайте. Немножко подуло, где-то 25 узлов дует. Так, порывчики, наверное, до 35 доходят. Барашки, волну разогнала. Иду под 3 рифами, маленький, треть грота. Ну так еще до завтра, наверное, будет такая погода. Завтра начнет потихоньку стихать. Конечно, для 18-й параллель. То есть тут, в принципе, не должно быть так сильно дуть. То есть это какая-то аномалия на 2-3 дня. То есть сначала 20, потом 25, потом снова 20 и потом стихает уже до 15. Ну и вроде бы уже там в районе 20 параллели так примерно и будет 10-15 узлов в следующую неделю. Но это вот так
Нежданно такая погодка. Ну все нормально, все работает, поломок нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Практически полный штиль. Так, 2 дня перед приходом на реюнион. Завтра должно немножко подуть. Завтра среда. Наверное, в четверг к вечеру или в пятницу я уже должен быть на реюнионе. Первый раз за весь переход Индийского океана солнце не за горизонт зашло, а за остров. Собственно, за сам реюнион. Вот он на горизонте как раз. Ну вот завтра утром уже буду там в порту Марине. Марина с 8 до 3. Марина, порт с 8 до 3 открыт. Так что даже я думал, может быть, сегодня вечером там до 6 успеть, до темноты. Но смысла не было, раз в 3 уже порт закрыт. К 3 я уже никак не успевал. Point des Galets. Порт прихода на реюнион. Единственный на острове. Но это не столица. Столица у них в другом месте. Там Марина есть. Порт открыт с 8 до 3. Еще 7 часов. Еще час надо торчать. Это Лепорт. Point des Galets. Полное название. Здесь Марина. Порт прихода. Оформление прошло за 3 минуты. Таможенники уже стояли у стенки, смотрели мои документы, выдали мне бумаги о приходе. Та женщина из Марины, которая меня встретила, принесла мне сразу же и бумагу о биосекьюрити. Сказала, что ну вот, пожалуйста, вот, считай, что ты прошел инспекцию. Без всякой инспекции. Все, оформление 3 минуты, никаких денег, бесплатно. Ну, я думаю, Маринка, за Марину, конечно, надо будет заплатить. В общем, красота у французов.
trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime.
вершина Индийского океана. Гора Питон Нейдж, в переводе «Снежный пик». 3070 метров. Подъем 1700 метров. То есть от парковки. Ну, тут даже с перерывом на перекус 4 часа ушло. Ну, так, наверное, будет 3,5, может быть, 3,40 подъем. Ну, такой интенсивный, крутой подъемчик. Ну, красота, конечно.